Приветствую, друзья! Сегодня хочу вам рассказать про интересный сабвуфер от фирмы DL Audio. Сабвуфер у нас является активный. У него имеется особенность, что у нас имеется два динамика. Но не совсем чтобы два динамика, я бы сказал 1,5. То есть у нас сабвуферная голова 12 размер с этой стороны находится. Если мы посмотрим корпус с другой стороны, тут у нас тоже получается вот такой вот пассивный излучатель. Тип ящика у нас закрытый короб получается. Такой вот довольно-таки сочный. Сабвуфер у нас является активным. То есть у нас имеется уже с задней стороны усилитель. Давайте посмотрим, какие разъемы имеет наш усилитель. Первое, это у нас идет подключение по высокому уровню. Фишка идет, кстати, в комплекте. То есть если у вас нет на магнитоле разъемов RCA, то можно брать смело сигнал с динамиков и подключать через данный разъем. Далее у нас идет разъем RCA, так называемые тюльпаны. Они идут в комплекте, можно подключать через них. Далее у нас идет удаленный регулятор баса, то есть вставляем, он, кстати, тоже идет в комплекте, можно удаленно из салона регулировать больше-меньше. Далее у нас идут, собственно, сами настройки. Level, min, max, то есть минимальный, максимальный, так называемый gain. То есть если хотите, чтобы было побольше, ставим побольше. Я бы рекомендовал выставить где-нибудь на 12 часов. Далее у нас идет регулировка LPF. Это у нас идет low pass фильтр, то есть фильтр низких частот, который позволяет отрегулировать сигнал от 50 Гц до 200 Гц. Я бы тоже его поставил где-нибудь на серединку. Далее у нас идет индикация Power Protect. Power — это у нас когда включен сабвуфер, загорается зеленый индикатор. Protect — это у нас лампа, которая сигнализирует, когда какие-то неполадки, сабвуфер уходит в защиту. Ну, данной лампочки я еще ни разу, кстати, не видел. Далее у нас идет предохранитель на 20 ампер, а также терминал для подключения. Подключение у нас идет через такой вот терминал интересный, который закручивается, 12 вольт. Remote — это у нас управляющий провод, а также ground минус. То есть вот так это все выглядит, весьма такой интересный. Я бы не сказал, что корпус какой-то очень большой, но весьма интересный в ярких таких цветах. Давайте посмотрим, что у нас по комплектации. В составе сабвуфера у нас идет вот такой набор проводов. Это у нас основной питающий провод 12-вольтовый, который необходимо протянуть от аккумулятора. Здесь уже все обжато, весьма интересно. Провод довольно-таки гибкий, я думаю, будет легко проложить. А также у нас идет в комплекте провод Remote. Вот так все это выглядит. Далее у нас идет в комплекте такая фишка для подключения по высокому уровню. То есть мы берем сигнал с колонок и уже подключаемся таким вот образом. Далее у нас идет минусовой провод. Берем минус с кузова. Так, у нас идет RCA провод, так называемые тюльпаны. То есть если у вас в магнитоле имеются уже выходы тюльпанов, то подключаем через тюльпаны. Все довольно-таки просто. Далее у нас идет регулятор, удаленный регулятор баса. Мы его подключаем в данный разъем, и можно регулировать бас, не выходя из салона. Также у нас в комплекте идет термоусадочная пленка, трубка, а также хомутики для стяжки проводов. В комплекте у нас идет еще такой ароматизатор, весьма интересный, пахнет приятно, уже пользуюсь не первый раз, крайне рекомендую. Также у нас идет вот такая вот наклеечка, можно наклеить куда вам больше нравится, например, на стекло. Также у нас идет с сабвуфером гарантийный талон, а также интересное приложение от производителя. И вот такая вот белая наклеечка, которая тоже может быть наклеена на стекло или куда-то еще. Ну вот, собственно, это у нас предохранитель, который идет вот в этот питающий провод. Сюда мы в колодку вставляем предохранитель. Все идет в комплекте. Итак, предлагаю все это дело подключить.
и послушать.